Сердце колотится, как пойманная птица в клетке, когда любимая женщина вдруг становится чужой. Давай разбираться, какие есть признаки, что она тебя разлюбила и как спасти ваши отношения. Я Ольга Вастикова, мужской психолог. Помогаю мужчинам стать увереннее в себе и построить отношения. Сегодня мы забудем о нытье, об обвинениях и углубимся в 7 признаков того, что что-то пошло не так. А также ты узнаешь, как это исправить. Первое. Ее интерес к твоим делам исчез быстрее, чем загар после отпуска на море. Помнишь, как раньше она ждала каждое твое сообщение, внимательно слушала каждый твой рассказ, даже о том, как ты героически боролся с засором в раковине. Теперь же твои эпические истории о корпоративных вечеринках встречают ледяное молчание. Но не спеши паковать чемоданы на необитаемый остров. Может, она просто устала или перегружена работой. Время активировать свое обаяние. Заинтригуй ее чем-то новым. Расскажи о захватывающем триллере, который ты читаешь. Поделись каким-нибудь удивительным фактом о жизни пингвинов. Покажи ей забавные видео с котиками. Помни, ты главный герой вашего сериала, и ты можешь сам писать сценарий. Вспомни, что ей нравилось раньше. Добавь немного креатива и неожиданности. Может, совместный поход в музей, может, концерт любимой группы, или, может, она давно мечтала научиться кататься на коньках. Подними ей настроение, устроив неожиданный сюрприз. Подумай, какие новые впечатления вы могли бы разделить вместе. Второе. Она обращается к тебе только тогда, когда ей что-то нужно. И только тогда. Звонит только тогда, когда ей нужен новый телефон, помощь с ремонтом или просто какая-то эмоциональная подпитка, если она поссорилась с подругой. Ты превратился в такой универсальный инструмент решения всех ее проблем. Время это перестроить. Сообщи ей, что тебе хотелось бы обсудить эту ситуацию и что ты скучаешь по тем временам, когда ты чувствовал нежность и заботу от своей девушки. Третье. Пропало «мы». Например, вместо «мы пойдем в кино» появилось «и я пойду в кино». Вместо «мы купим новую машину» я куплю новую машину. И исчезновение этого местоимения «мы» – это тревожный звоночек. Она как будто отстраняется от ваших общих планов. Что делать? Вспомни, что вас объединяет, и начните вместе строить планы на будущее, где как раз и есть это «мы». Проведите вечер вместе, например. Вы можете вспоминать ваши лучшие моменты и обсуждать, чего вы хотите добиться в будущем. Мечтайте вместе, это сближает. Можете составить список того, что вам нравится делать вместе и что вы хотите сделать вместе в будущем. Четвертое. Когда она перестала спрашивать, где ты и как прошел твой день. Возможно, она настолько уверена в том, что у тебя все хорошо, что тут даже не волнуется. Или, может быть, ей просто все равно. Попробуй тут разыграть большую драму, чтобы проверить, насколько ей важно твое благополучие. Но тут не переусердствуй. Пусть это будет забавная игра, а не настоящая трагедия. Попробуй немножко пошутить и создать легкую интригу, но будь осторожен, чтобы не перегнуть палку и чтобы не выглядеть как истеричка. Пятое. Пропала тактильность и поцелуй. Раньше вы не могли оторваться друг от друга, а теперь даже за руки не держитесь. В постели тоже дистанция. Возможно, чувства ослабли. Попробуй больше прикасаться к своей девушке. Обниматься, держаться за руки. Нежные прикосновения – это очень важная часть отношений. Она укрепляет связь и передает теплоту. Помни о нежных объятиях, спонтанных поцелуях, нежных прикосновениях во время прогулки. Прояви инициативу, сделай первый шаг для того, чтобы сблизиться. И обрати внимание на язык ее тела. Нежные прикосновения – это язык любви. Пригласи ее на массаж или на какие-нибудь другие совместные спа-процедуры, чтобы больше соприкасаться друг с другом. Попробуйте заняться чем-то, где физический контакт неизбежен. Ну, например, танцы. И, конечно, не забывай о важности физической близости в отношениях. Шестое. Критика и недовольство. Это такой вечный двигатель, но его можно остановить. Попробуй понять причину. Может быть, она устала, перегружена или просто нуждается в твоем внимании. И вместо того, чтобы отвечать обидой на обиду, попробуй понять, чего ее вообще беспокоит. Юмор тут поможет разрядить обстановку. Например, ты можешь сказать: «Дорогая, ты сегодня как ежик в тумане, вся в иголках. Что случилось, мой колючий цветочек?» Если причина в тебе, то искренне извинись, но, конечно же, не унижайся. Если причина в ней, то предложи помощь. Если критика
постоянная и необоснованная – это серьезный сигнал. В здоровых отношениях критика – это инструмент для улучшения взаимопонимания, но не оружие. Попробуй разные подходы, от юмора до серьезного разговора, и начните вместе ценить мелочи и проявлять больше внимания друг к другу. 7. Она перестала следить за собой. Она носит старый халат, она не красится. Тут не спеши с выводами. Усталость, стресс или новое хобби поглощают все ее внимание. Вот возможные причины. Попробуй мягко узнать, а что вообще происходит. Покажи, что ты ее ценишь, любуешься ею и заботишься о ней. Если девушка, например, решила поэкспериментировать со своим стилем, то поддержи ее в этом, даже если тебе это не так, чтобы нравиться. Любовь – это принятие с пониманием и уважением. Возможно, это ее такой способ привлечь внимание, ну, хотя бы таким образом, как умеет. Поговорите и узнай, что вообще происходит. Возможно, она просто ищет себя. Важно помнить, что эти признаки всего лишь подсказки. Внимательно наблюдай за своей девушкой или женой. Старайся понимать ее чувства и потребности. И самое главное, важно общаться. Открытое общение – это залог крепких и счастливых отношений. Если тебе нужна помощь и поддержка, если тебе непонятно, что происходит в ваших отношениях с девушкой, и если ты хочешь разобраться, что происходит, то приходи ко мне на консультацию. Ссылку я оставлю в описании. Ну и помни, ты красавчик, и Вастикова с тобой.